Здорово, отец. Хочешь узнать тайные секреты игры Top War? Их есть у меня. Можешь поставить скорость видоса на 1,5 или 2 икса. Ну чё, погнали на? Ladies and gentlemen, I present you final round World Champion Boss. Уху! Ладно. Хорошо ебываться, блядь, актер, давай нам что-нибудь по делу тут, давай, мясо, мясо, нам нужна информация. Так, сегодня речь у нас пойдет про мирового босса. Босс-молокосос. Короче, ребята, что с ним надо делать? Где его искать? Мы заходим в события основные, кнопочка. У нас 3 раза за день, вот вкладка битва босс. 3 раза за день его можно наказать, немножко ударить, дать леща, так сказать. 23 часа, 7 часов, 15 часов, обнуление в 16:00. После 16:00 будут подарочки давать, то есть, что это нам инфа дает? За день нужно ударить босса. Вот если мы нажмем на него, нажмем награды. Награда за уничтожение, вкладка. Вы посмотрите. Всего атак по боссу 5. Вам дадут вот это самое главное. Компоненты 10 алмазов. Если 3 атаки, 1 атака, то ну как бы это такое себе. Я понимаю, возможно у кого-то энки нету. То есть это важно энергию подготовить. Награда альянса. Также за места вам будут давать определенные награды. Ну, мы пока вот здесь. 3 раза за день он выходит. Вам нужно выбрать время, когда его ударить. Что я имею в виду? Смотрите. Сейчас у нас 15:30. Это последнее за эти сутки можно ударить босса. Но я обычно в 11 часов бью. Почему? Мы заходим в награды и смотрим рейтинг. Так как у меня сейчас, ну, как бы левел уже большой, то я могу попасть сейчас в топ-2. У меня примерно там за 5 паек будет, ну, где-то там в районе сотки. 100 тонн удара. То есть вот здесь 83, у меня может быть сотка. То есть важно выбрать время, когда у вас минимальная конкуренция. Здесь такая вот фишка, что вам дадут место за то, за место в рейтинге вы получите вот конкретно за вот событие с боссом в это время. То есть если вы ударите там в 7 часов утра и вы займете первое место, то неважно, кто ударит в 11, в 3 и сколько он выбьет, то есть вы получите первое место вот конкретно за свои вот эти 7 утра. Итак, разобрались. Второй момент, что нам важно, части на босса. Мы заходим в базу. Так, арсенал, где наш? Опять нам что-то тут дали. Заходим в арсенал, компоненты. Я уже вам рассказывал про компоненты, то есть по вкладкам. У меня первая вкладка на ВМФ, это атака просто, ну, когда мы пиздимся. Вторая вкладка это на босса. Какие компоненты на босса нам нужны? Это усиленное оружие, усиленное оружие, острый урон и 2 крита. Почему 2 крита? Короче, нам нужно все на атаку, на максимальную. Объясняю, усиленное оружие, это умножение у нас будет на общую атаку. Острый урон, это у нас плюсуется процент к общей атаке. Криты, ну это понятно, там, конечно, пиздец, хер разберешься, но почитайте в плане там описания и так далее, как они работают. Это можно тоже разобраться. И почему меткость? Некоторые ставят ОЗ вместо меткости, но с меткостью иногда выбивает больше. То есть суть какая? Вам на босса нужно сделать лучшую армию с лучшими частями, чтобы был максимальный урон. Конкретно на босса ставятся вот эти части. Что на обычного босса, что в учении в песках, там тоже на этого босса ставятся те же самые части. Сейчас я вам покажу в записи. Какой у меня вот можете увидеть максимальный урон 45 Б. Так, когда он там был. Ну, вы можете посмотреть, да, какой рандом. Здесь реально просто дичайший рандом. И смотрим. Ставится там Нимец Милита.
Обратите внимание сейчас на навыки. Я их буду щелкать. Какие навыки я поставил? На Нимеца. Боеспособность в учении в песках нет смысла ставить. Я ставлю на Нимеца его этот особый навык. Потом крит, рваная рана. Дополнительный урон, 10, ну максимальный. Атака ВМФ. О, кстати, на милиту можно было еще атаку поставить. На милиту я меткость ставлю. И критический удар ВМФ. Тоже 10. И вот эти же самые части. Все идет на урон. Ну и, соответственно, вы просто, вот именно важно на босса в песках ставить милиту, потому что у нее там особый навык, она СВ блочит. Вот, то есть есть шанс на блокировку его. Милиту качать не надо, ну, как бы именно ее специально под это. Но пусть она будет. И поставьте на милиту ее навык. Вот этот, милита особый. У меня сейчас он 3 уровня, то есть он тоже что-то там, да, добавляет. Так, соответственно, вернемся к мировому боссу. Части на босса разобрали. Следующий момент. Это аватар клана. Вот этот аватар. Выбираем на атаку. То есть пишите R5, пусть меня. Так, далее. Время смотрим, 24 осталось. Атакуем. Как вы видите, у меня, блин, даже состав не полный. Ну ладно, отправим танки. Плевать. Давайте даже ускорение сделаем. Так, аватар клана поставили. По телепортациям, по ускорам. Ну, как бы я иногда использую ускора, если он далеко, да. То есть вы можете посмотреть, до нашего местоположения 220 километров. То есть он 4 минуты туда пойдет, 4 минуты обратно. Ну, как бы иногда напрягает. И некоторые чуваки у нас телепортируются даже. Это нормально. По героям, смотрите, объясню. Читаем внимательно. Это у нас кто? Маршал СВ. Ключевое слово... Пошел. Ключевое слово СВ. Соответственно, какими героями мы идем? Саймон Нимец. Ребята, ВМФ. Вы идете Саймон Нимец. Соответственно, смотрите, какие я навыки ставлю. Самые важные навыки это боеспособность. У меня 4 уровня на 8, на 4. На Саймоне то же самое на 4, на 6. И атака, то есть на босса важно все на атаку делать. Это атака ВМФ 30%, это атака ВМФ 17,5%, это дополнительный урон, то есть он достаточно универсальный, я его использую и при мочилове других чуваков, и на босса. И на Саймоне, объясню, лучше вместо ОЗ, конечно, ставить либо меткость, либо криты. Но так как у меня 30% ОЗ, то у меня почему-то выбивает больше именно с ОЗ. Почему-то больше выбивает так. Но вообще лучше меткость и криты. Сейчас я покажу. Я специально в коллекцию оставил, что он у меня раньше выбивал. 19,2. Еще бывает, смотрите, разброс. Это нормально с критами. 19,2, 23, 21,6. Вот 21,6 мы били когда? 30 числа. Сегодня у нас уже 1 февраля. Смотрим части, навыки все те же самые. Части все те же самые. То есть я, в принципе, ничего не качал. Единственное, что... Отличие какое? 74-е войска. У меня тогда были 74 уровня. А сейчас у меня 75-го, но не полный состав. То есть он еще будет бить немножечко побольше. Ну, ладно, ребята, давайте расслабимся. Как вы думаете, почему я сейчас рассказываю про этого босса? Почему я его называю молокососом? Да все очень просто. Был моментик такой, сейчас покажу отчет. Вы понимаете, да? Что вот это слово знает. Ну, как бы насувал ему просто. Разбомбил босса. 2 тонны урона, я его завалил. Я просто его подловил тогда. Блин, повтор, ладно. Просто подловил, там чуваки его били, типа, и я его просто полпроцента в конце забрал. Ну, хитрый жук. Это просто порхай, как бабочка, жаль, что ты лох. Ладно, так, далее. Помним, что после удара босса у нас, вы можете посмотреть в отчете это. Так, ладно, отчет не прогружается. В общем, в отчете у нас отправляются ребята в больничку. Так как у меня не полный состав, то нужно тут же сделать полный ремонт.
отремонтировать все эти войска и отправить их заново, ну, тоже в максимальном виде. Если у вас как бы количество кораблей там больше полного похода, то, ну, как бы можете не париться, можете оставить их и так далее. Я уже не буду забегать вперед, что когда там на увеличение БМ в особые дни, то лучше из больнички восстанавливать войска именно когда у вас идет событие на увеличение БМ. Ну, это тоже хитрость такая. Еще есть прикол такой с ударами на босса. Улицы шепчут, прошел такой слушок, что когда атаковать нимицей милитой, ну и в частности милитой, то войска не отправляются в больничку. Ну, я не знаю, как бы, я информацию дал, что вы с ней будете делать, решайте сами. То есть с милитой в любом случае урон ниже. Так, смотрим награды. На каком я месте? Пока что на 10-м. 22,6. Ну, я чувствую, что есть все шансы. Все шансы залететь, так скажем. Так, ребята, смотрите, какой момент, да? 8-й пункт. Это оставьте энергию вот про запас. Ой, доктор побежал. Что-то, доктор, ты ешь много, что ли? 8-й пункт, ребята, оставьте энергию про запас. То есть вам нужно 21 удар, как вы видите, 5 энергии забирает. Вам нужно 5 ударов сделать, чтобы получить все компоненты. Компоненты у нас для чего нужны? Чтобы прокачивать скорость атаки. То есть все, что вот у вас в рюкзаке есть, вот все вот эти компоненты, их синтезируйте из 3 штук, то есть вам нужно максимально, ну, то есть компоненты — это одна из основополагающих здесь в игре фишек, благодаря которой вы будете дрючить всех остальных. Вот, то есть, соответственно, босса пропускать каждые сутки нельзя. То есть его нужно раз в сутки точно ударить. Нет смысла его бить больше 5 раз, потому что наград больше не дают. Вот, награда за уничтожение. 5 атак по боссу, 10 коробок с компонентами 1-го уровня. Ну, то есть, просто подумайте, да, вы потратили 25 энергии, но получили там 10 коробок. Плюс у вас есть шанс попасть в свой, ну, в какой-то топ. То есть, чем выше вы в топе, соответственно, тем больше наград у вас. Собственно, и все. То есть, будьте готовы, что у вас будет разброс какой-то. Ну, смотря, я понимаю, это зависит от вашего уровня, но вот у меня, допустим, вообще до 2 тонн разброс. Вот, то есть это нормально. Это криты там то срабатывают, то не срабатывают, то там босс ударит. Вот, я просто обращаю ваше внимание. Опа, кто полетел. Я ваше внимание обращаю на то, что именно важно ставить компоненты именно с критами, с меткостью. Нет смысла ставить уклонение, стойкость, это все залупа полная. Вот те, что я вам, давайте еще раз покажу в арсенале, вот эти части нужно ставить на босса. Именно вот эти. Но потом не забудьте поменять вкладку, ребята. Если там будет потом какое-то событие на kill-event, на убийство, вас просто разнесут, или вы просто потеряете армию. То есть такое тоже бывало. Вот. По навыкам я вам тоже рассказал. То есть основополагающий принцип — это все ставить на атаку. Смотрим. 22,7. Перед этим 22,6. О, стабильно, стабильно. Ну, чемпиона сразу видно. Все, ребята, это все, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-то дополнения или вопросы, пишите в комментариях, не стесняйтесь. С меня тут уже велесо-танковая атака. Ха-ха. Так, с меня тут уже... Где он тут, блин? Вот, Элон. С тебя процент доната. У меня доната нет, ты чё? Охуел, что ли? Ну, вы поставьте лайк, если считаете, что мне нужно сделать какой-то Яндекс кошелек для доната. Все, всем хорошего дня. Ребята, вам задание, если это вот видео вам реально понравилось, если оно реально было полезно, ребята, берегите зрение, посмотрите видео Жданова, как делать зарядку, пейте разные там витаминки с лютеином,
Зиаксантином, да-да, я тот еще парень, я разбираюсь в БАДах. В общем, ребята, берегите зрение, то есть, ну его нахер, реально, вы сидите за телефонами, там, за компами, если там 4 часа посидел, ну, как бы у меня уже зрение снижается, поэтому представьте себе, что будет там через 10-15 лет, ну, то есть зрение это максимально важно, поэтому просто делайте зарядку, сейчас тоже поморгайте, вот, все, берегите себя, всем пока.